Во-первых, спойлер не колхозный, самозаводской. Задний дворник тоже, он по сути нафиг не нужен, но витка добавляет круто. Самое главное, это двойной выхлоп. Всем пофиг. Ну, поэтому обидно за эти машины, они так и умирают. То нужно покупать в максимальной комплектации. То есть в сторону современности, в сторону маркетинга уже пошли. И продать потом, не особо вникая в проблемы автомобиля. Это 6500 машина крутит. Вот после 4 хорошо, она начинает вставлять. Здравствуйте, сегодня у нас Toyota Carina. Такую машину я упоминал, я вот топ-10 снимал машин до $2000. И как раз она благополучно в него и вошла. И они стоят примерно так же. Заранее забегая вперед, цены я смотрел на эти машины. Продавалось их 48 штук. Так, для информации, мы снимаем 5 марта 2022 года. И на данный момент продавалось их вот 48 штук. Самая дешевая $450, самая дорогая $3500. Вот, то есть до $2000 вполне себе можно найти что-то такое. Так, если покататься, то и продать потом, не особо вникая в проблемы автомобиля, это очень хороший вариант. Если делать для себя, для проекта, то вы тоже получите опыт, кстати, и немалый. Вот, машины вышли в 92 году, вплоть до 98 были на конвейере. Легкий такой рестайл был в 96 году, вот, особенно хэтчбэк, в 96 по 98, но в основном в 97 все ушли. Так что, если вы хотите такую машину покупать, так для себя на годы, то нужно покупать в максимальной комплектации. То есть автомобиль, пороги, крылья, арки и немного листового металла, чтобы машину довести до ума. Вот преимущество Audi A8, что алюминиевая, а так все остальное гниет. А если вы жлобе покупаете так, вот, сделать, подделать, проехаться и перепродать потом, то да, уже жлобская минимальная комплектация. То есть сетка, пена, шпакля и баллончик. Чтобы где-то подделать некие незначительные отверстия и пройти техосмотр. Потому что для нас это актуально. В Беларуси еще техосмотр сохранился, в отличие от России. России повезло больше в этом плане. Но эта машина покупалась за 1000 с лишним, точно я не помню. В итоге она сейчас стоит самую максимальную сумму на рынке, то есть 3,5 в итоге. Но здесь вот все косяки устранены, машина полностью перекрашена. Новая оптика передняя, кстати, 120 евро, кто захочет. Такой себе покупать, ориентируйтесь. Хотя сейчас цены или подскачут, или скинутся немного вниз. А скорее всего тяжело будет просто найти такую оптику. Плюс у них проблемы то, что крепление задней балки гниет, нужно там тоже извращаться, варить, но многие этого делать не будут, никто не будет искать оригинальные стаканы, где крепление, чтобы сохранили заднюю часть автомобиля. Все будут варить латки, как-нибудь там с богом просверлят, закрепят, балку какую-нибудь полуживую тоже поставят, но тоже техническое решение, и тоже там имеет право на жизнь, но в основном своей массе все будет делать так, никто не будет заморачиваться, чтобы восстанавливать машину полностью в сток. Сейчас она полностью сделана, перекрашена, все заводские элементы, все восстановлено, все отлично по машине. Хочу сказать несколько слов насчет всем давно известного слуха. YouTube могут закрыть, заблокировать, ограничить доступ. И в связи с этим я открыл канал на Рутубе и на Яндекс.Дзен. Ссылки в описании. Пока YouTube работает, может его и не закроют, но на всякий случай. Все видео новые, которые выходят в один и тот же день, в одно и то же время на всех 3 площадках. Ссылки в описании, подпишитесь туда, чтобы мы не потерялись и держали обратную связь. Если вдруг что все-таки с инстой произойдет, телеграм-канал уже тоже я создал в начале года. В общем, ссылки на канал на Рутубе и на Яндекс.Дзен в описании, ссылка на телегу также в описании, все мои соцсети, в общем, все ссылки в описании, подписывайтесь, и мы с вами не потеряемся. Подвижку у нас 2.0, это же GTI, но степень сжатия 10.3, поэтому сюда по-нормальному только 5-й бензин надо лить. Но у кого это устраивает, 92 год, я что, 5-й буду лить? По-любому все будут лить 2-й.
Это понятно, что по заводу такая степень сжатия лучше пятый, но наших людей не переубедить. Экономически выгоднее, конечно, второй. Пофиг на состояние двигателя всем будет. Поэтому и многие двигатели и автомобили в целом умирают из-за этого. Тут 95-й залит, то многие на втором и ездят, черти. Ну что по движку? Двухлитровый Benz 3S GE. 160 лошадиных сил и 7000 оборотов. И как раз весело именно на этих оборотах и ехать. Потому что здесь и крутящий, 156 крутящего момента с 4400, потому что поршневая квадратная. 86 на 86. Чтобы поршневая была более длинноходная, то, я думаю, ну, как обычно в законной физике, то крутяшка была бы уже с 3 с чем-то, она раньше подрывалась бы. Но она и сейчас и снизу хорошо идет. Все равно от мощности много, расход немал. За счет этого, что залили, снизу подзалито, смесь богаче, я считаю, за счет этого. Ну, как будто турбина есть, она снизу не тупит. Нет такого, что до 2-3 тысяч она машина такая ленивая, неповоротливая, а там совсем кардинально характер меняется. Здесь характер, как правило, не меняется. После 4 просто начинает нормально уже брать, поливать, второе дыхание открывается. Но так в целом она и на низах не тупая, очень хорошо. Степень сжатия 10,3, поэтому здесь только 5-й бензин, 5-й в ней залит. Но сколько общался с владельцами японских машин, все равно многие льют второй, всем пофиг. Ну поэтому обидно за эти машины, они так и умирают. Сначала на бензине все второй льют, всем пофигу. Забивают на обслуживание, потом хотя бы масло меняют чаще, но все равно дешман, а крутят в отсечку, и поэтому вот многие машины так и умирают. По проблемам здесь особо проблем никаких нету. Если вы владели более современным двигателем, но решили опять же сэкономить, вернее автомобилем с более современным двигателем, но решили сэкономить на обслуживании, на покупке, на всем, и купили машину с подарком, то есть с гирляндой чеков, и вы раскошелились на диагностики, на ремонт и на все остальное, и у вас уже бзик, и вы хотите либо солярий, что-нибудь попроще, такое, чтобы не ехало, не ломалось, то здесь вас все порадует, все механическое. Здесь нету никаких датчиков, что вас в шок может постигнуть или в депрессуху загнать. Здесь такого нету. Ну да, расход масла, конечно, прогрессирует, но не так, что надо литрами доливать, но у всех по-разному, кто как заливает, кто как эксплуатирует, и какое масло в принципе вы льете. По ресурсу заявлено 300 тысяч пробега с заводом. Но это гарантийный ресурс двигателя. По факту 500 и выше ходит, уже 400, и все нормально с машиной. Да, плавают обороты, дроссель загрязняется, нужно чистить. Плохим топливом запакуете форсунки, и будут обороты плавать. То есть все по мелочам. Ничего такого. Так что морально здесь можно отдохнуть в этом плане. Единственное, что многие не захотят мириться с расходом топлива. Ну, можно газ поставить, можно доубить остаточный ресурс вторым бензином. Там. Ну, и как все экономят на обслуживании. Но в целом таких повальных проблем нет. Коробка у нас 5-ступенчатая механика. И вообще, в принципе, любой японец, немец, француз, уже когда машине больше 20 лет, я всегда рекомендую покупать с механикой. Если вы, конечно, будете покупать машину, доводить до ума, то есть под проект, но себе, а не для перепродажи. Если вы не перекуп, а вы для себя делаете, и вы собираетесь, будете двигатель менять, перебирать автомат, то да, есть рациональность зерно. Но если себе брать и ездить, то лучше всего механика, потому что все равно механика наиболее выносливая с годами. Да, это прошлый век, но в отношении надежности, долговечности все равно лучше механика. По 1.6 и 1.8, 4А и 7А. Разный объем, устройство одинаковое по большому счету. Тоже жор масла, тоже забивает дроссель, плавают обороты, надо чистить. Тоже от плохого топлива забивается форсунки. Все те же самые косяки простого бензинового атмосферника. Лямбда-зонд тоже выйдет из строя когда-нибудь, если его не вырезали. Но я бы не вырезал, потому что нелогично. Расход топлива и так немал. А он увеличится, да, вы сэкономите, что типа вы его вырезали, а я не покупаю, не ставлю, но потом вы его все равно купите и не раз на разнице расхода топлива. С движками тоже были вариации, изменения в течение всего времени производства. 94 года чуть другой был, двухлитровый, там 175 сил вышло, и все движки, ну, какие-то изменения допускались, незначительно в основном. Ну, с лошадиные силы, там, с мощностью игрались, с моментом. Чуть другие вариации выходили в течение всех лет производства.
Также был 2-литровый дизель. 2CT, его обозначение, насколько помню, если я не ошибаюсь, не забыл. По дизелям я уже на многих видео про японцев рассказывал, то, что у японцев с дизелями 50 на 50. Какие-то хорошие, удачные, можно их брать, не задумываясь. Ну, конечно, посмотри, в каком состоянии. А некоторые просто вообще нужно обходить стороной и не рассматривать вообще, в принципе, к покупке. Здесь 2-литровый дизель был, по-моему, 83 лошадиные силы. И, как правило, он был наименее... Ну, все равно в теории, потому что многие сейчас начнут в комментариях поправлять, спорить. Ну, да, хотя в споре и рождается истина. Но в теории, теоретически, вот даже по заводским проблемам, немецкий все равно надежнее этих лет. Проще, ну, вернее, не проще, но надежнее, гораздо надежнее, долговечнее. В целом, ресурс заявлен невысокий самого дизеля, особенно поршневой. Но, опять же, зависит от эксплуатации. К чему заявлено, что из-за потери герметичности воздуховодов, ну, по мне, я не знаю, ну, конечно, бывают жлобы владельцу, но, как правило, все патрубки от турбины на интеркулер, все проверяют, все нормально. Из-за этого, мол, попадает пыль, изнашивается поршневая быстрее, что... Пыль летит в цилиндры, изнашивает стенки, как будто вы наждачкой трете, блин. Поэтому быстрее, ну, эллипс получается, у вас уже поршневая стирается, все, садится блок. Блок чугун, кстати, ну, здесь тоже чугун, тогда еще алюминием не сильно увлекались. У нас тоже бензин с чугунным блоком, но там еще было растрескивание ГБЦ от перегрева. Я в своей машине, кстати, в B4 тоже убил ГБЦ, натреснул из-за того, что я, идиот, лил тосол, а не антифриз. Сейчас, конечно, тосола для меня не существует, в принципе. Вот. Но растрескивается седла клапанов. Привод ременной ГРМ, здесь тоже ременной. Но там, да, при обрыве ремня клапана загнет, это понятно. Но турбина также не отличается большим ресурсом. То есть, по суммарному количеству проблем, не так он и плох. Но все-таки немцы понадежнее, ребят. Все-таки немцы понадежнее. По ходовой спереди Макферсон, сзади балка, но сзади есть рычаги для устойчивости. Но у нас GTI Carina. Это значит, спереди уже подвеска модернизирована, другая. 3S, название выведу, потому что у меня с иностранными проблемы. Уже многорычажка такая для... И не то, что для, она и повышает устойчивость. Машина более устойчива, в поворотах она лучше себя ведет, более уверенность ощущаешь. Отличие GTI, вот как у Вага, тоже так, ближе к Вагу, так GTI, все, хорошее название, эти 3 буквы меня радуют. Другие были вот изменения по ходовой, спойлер, двойной выхлоп, бампера. И, по-моему, все. Если что-то я забыл, дополняйте в комментах. Но, по-моему, я ничего не забыл. Вот это уже хорошо. Самое главное, даже если не ходовая, что самое нужно вот молодым парням. Первый понт — это спойлер. Потом смотри все ниже, двойной выхлоп, уже плюсы. Все самое главное уже добавили. А технические моменты многие на 1.6 и на 1.3 согласны. Лишь бы были понтовая внешность у машины. В 96 году я в начале видео упомянул. Про рестайл. В 96 был рестайл, изменили решетку. Немного более жесткий пластик в салоне. Он так в основном по салону поигрались, немного были изменения. А так в целом за 6 лет, с 92 по 98 год, ну, как обычно, машина одна и та же. Единственное, что вот немного поиграли с 6 с рестайлом, немного со внешностью. По кузовам были, вот, как у нас лифтбэк, наиболее, я считаю, крутой тип кузова в настоящее время. Также был седан и универсал. Универсалов тоже достаточно в продаже. Из этих 48 машин, ну, достаточно часто универсалы встречались. Плюс, офигенный плюс, это хорошо, когда вот газовые упоры новые эти, поменены, когда уже нужно приложить усилия, чтобы поднять, но нет такого, как поднял, что-нибудь отвлекся и тебе сразу по горбу, блин, прилетело. Вот этот момент, ну, первый пункт, что водитель точно, вернее, владелец точно не жлоб, это вот сразу срез на этом контрольный идет. По багажнику, во-первых, я во всех своих видео говорю, что да, лифтбэк крутой тип кузова, потому что по груди что-то вообще проще простого, чем в универсале. У вас, да, вроде кузов большой, объемный, но нужно что-то заталкивать в машину. О, или как в BMW седан.
Кстати, насчет седана, проем будет где-то такой, достаточно малый, и тоже что-то грузить очень неудобно. Но лифтбэк в этом случае, конечно, самый выгодный вариант. Насчет объема в литрах я не запоминал, уже с ума так не скажу, я уже визуально всегда смотрю. Но визуально, конечно, мне этой машины хватило бы за глаза. Почему? Потому что я особо не вожу ничего. Я даже задних пассажиров никогда, редко вожу, поэтому у меня машины, по сути дела, в кузовах купе. Во-первых, спойлер не колхозный, самозаводской. Задний дворник тоже, он по сути нафиг не нужен, но витка добавляет круто. Самое главное, это двойной выхлоп. И уже машина классно смотрится. Во-первых, и во-вторых, и в-третьих, и в-пятых, и в-десятых, потому что машина сделана и хорошо покрашена, качественно. Потому что покрашена, это вот тоже листал объявление, машина полностью сделана, там переварены места, это значит полностью не варилась, но проблемные участки, мол, переварены, и машина перекрашена. Там, кто-то по молдингу, кто-то полностью, все остальное. Но это тоже относительное понятие, машина перекрашена. Вот здесь я не перехвалю, но мне нравится вот качество покраски. А некоторые, знаете, как матово, как я баллончиком подойду, покрашу. То же самое, в принципе. И полировка не спасет ни хрена, потому что просто отвратительное качество покраски. Поэтому с этими машинами, как я уже сказал, либо покупать такую, если покататься и продать, не заморачиваться, покупайте наиболее выгодный вариант. А если покупаете для себя, то самую дорогую брать невыгодно, потому что если брать ниже по цене, вы сами это вот переварите, сделаете, перекрасите, и она будет в состоянии лучше, чем предлагается машины подороже. Если вы двигатель будете менять, то есть проект для самого себя, но не для перекупства. Хотя, если вы перекуп, то это невыгодно вам делать. Вспомнил то, что я не сказал. Это задние тормоза забыл. Задние дисковые тормоза вот отличали GTI от стоковой Карины. Но вот машина сама классная. Самое главное, что у нее еще есть люк. И преимущество этой машины перед другими, потому что на GTI не ставили кондеи. Но не могу понять почему. Ну, видимо, из-за того, что двигатели крутильные, и все будут крутить в отсечку, потому что вот немцы больше низовые середнячки, там особо никогда не крутятся, сильно далеко. А здесь, на 7000 максимальная мощность, поэтому все будут крутить. Сейчас, когда понаваливали, уже тепло от двигателя идет, а летом-то вообще шашлыки можно жарить, и, видимо, поэтому кондеи не ставили. Но здесь есть люк. Многие скажут, течет. Я владею машиной с люком уже давным-давно, и машине уже немало лет, 95-го года. И люк не течет, потому что все равно вовремя нужно смазать все резинки и не забивать на него наличие. Забьете на него, он забьет на вас, и вы проиграете. Поэтому нужно помнить об этой вещи и не забывать. И при нормальной эксплуатации, если вы не порвали резинки, если вам зимой не приспичило ее открыть, что некоторые проверяют работоспособность, когда он льдом полностью уже зарос, там вода замерзла, и начинают проверять. И некоторые так резинки и порвали. Плюсом каркас может от стекла отклеивается, и будет щель, то тоже нужно вовремя такие моменты отследить и клеем залить. Я, кстати, у себя такое делал, потому что заметил, что воздух прорывается. Шум в салоне поднялся. И как компенсировать недостаток отсутствия кондея? Открываете боковое окно, открываете люк в верхнее положение. Вот у вас искусственный сквозняк создается, и практически тот же самый кондей. Для этих машин можно заморочиться, саму поставить, но это дороже выйдет. Первый кайф салона — это мягкое велюровое сиденье. Кстати, чем отличалась GTI от стока? Здесь сиденье с более выраженной боковой поддержкой, это видно. И заводские сиденья, если говорить про завод, да, авоську там перешили, переделали. Там более мягкие сиденья стали, более дорогой материал, и оно новое уже стало, а не старая уже дряблая кожа. Но все равно, если говорим про сток, то мне больше нравится мягкие велюровые сиденья, чем кожаные. И вот владелец Kia Rio, вот я снимал года 2 назад Kia Rio, владелец покупал тоже новую машину в максималке, но там полшага от максималки, потому что, говорит, я принципиально не люблю кожу, я брал тоже с велюркой, так же, как я, он кожу не любит. Но здесь зашибись, мягкая классная сидуха. Преимущество то, что все стеклоподъемники электронные, 92 год. Нету никаких гребаных весел. Вот. Ну а для кого-то
это недостаток, потому что, ой, блин, если сломается, менять, окно не откроется. Ну, тут тоже свою, да, там, старость носит коррективы. Но, согласитесь, все равно круче, когда электронные стеклоподъемники, но это каждому свое. Недостаток то, что нет кондиционера, но легкий способ его компенсировать. У машины есть люк. Да, многие начнут, ой, блин, люк течет. Ни хрена не течет, если вот за ним нормально смотреть. Я сам езжу, у меня первая машина, Passat B4, он мелькал на канале. У меня тоже есть люк, я много уже наездил на ней километров, и времени уже достаточно продолжительно. Я часто смазываю резинки все эти, чтобы не протекал, он не течет. Если вы нормально смотрите за состоянием. Бывает, уже отклеивается стекло от корпуса. Тоже нужно заметить своевременно. Я вот с этой крышкой открытой постоянно ездил и слышал то, что попадает шум, больше шум на машине стало. Начало уже стекло от резинки тогда отклеивается от корпуса. Ну, я купил уже клей для стекла, ну, для этих вот целей. Ну, заклеил, все нормально, шум не пробивается. И вода сильно не попадала, потому что там тонкая щель, там надо уже нормальное количество воды, чтобы он потек. Но, слава богу, не потек, я вовремя заметил, заклеил. Шума нету, воды тем более нету, резинки все нормальные, я часто их смазываю. То есть в этом плане никаких недостатков. Да, но есть находятся отдельные личности, чтобы никого не огорчить, отдельные личности, которые зимой, видите ли, хотят убедиться в работоспособности люка. Особенно, когда минусовая температура за бортом. Когда здесь уже по швам попала влага, она замерзла за ночь. А утром он, видите ли, решил проверить. И начинает уже рвать резинки, поднимать механизм. То есть, все понятно. Мафон Пионер, разумеется, не заводской давно. Он менян. Обогрев заднего стекла, очень хороший мягкий пластик, хорошее качество. С 96 года уже здесь вот пластик по материалу, на первый взгляд, как у Audi 80. В 96 году уже более жесткий, другой поставили. Он не отвратительный, но похуже, чем этот, и смотрится чуть по-другому. Уже более твердый, такой, как у более современных автомобилей. То есть в сторону современности, в сторону маркетинга уже пошли. Вот. По месту, конечно, удобный подлокотник, достаточно глубокий, много чего сюда уже поместится. Дополнительно здесь владелец установил подогревы сидений, это не завод, так что машина доработана еще в этом. Мало того, что вся ходовая новая, что по кузову полностью сделана, перекрашена круто. Дополнительно еще в салоне установлены подогревы сидений. Это, конечно, плюс огромнейший. По торпеде здесь очень крупным шрифтом выбиты, знаете, как в Word есть 8-9, если, к примеру, стандартом 14-15, то здесь выше 20 стандарт, к примеру. Вся шкала спидометра хорошо видна, как будто через лупу смотришь, все нормально. Солнечный день, когда солнце в лицо и хреново видишь, даже в дешевых китайских очках, скорость увидишь по-любому. По качеству салона все зависит, как автомобиль эксплуатировался. Во-первых, снималась ли торпеда или нет, и как... В какой местности вы живете? Прыгаете вы по ямам или нет? Чем больше машина любая прыгает по ямам, тем быстрее загремит салон, заиграет оркестр симфонической музыки, который у вас под каждой клипсой здесь спрятан. Каждый музыкант. По дверным картам также двери варились, красились. Ну, я про все остальные автомобили. Все прямо пропорционально зависит от этого, сколько раз она снималась. И насколько клипс стало меньше. По пространству вы видите сами, здесь как в B3, в B4 Passat'ах пространство здесь дофига и больше, ну может чуть-чуть меньше, чем в тех Passat'ах. Если теоретически 2-метровый сядет за руль водитель и отодвинет до конца назад, где-то здесь будет спинка, и такой же 2-метровый пассажир за ним сядет, будет немного ему может тесновато, но в принципе поместится. Не так тесно ему будет, как там в 36-46 BMW, там даже в пятерке BMW, где все равно пространство больше. Подлокотник здесь с запасом. На этом не сэкономили. Все равно для своего времени салон отличный, он отвечает требованиям. Современным машинам по оснащению он, конечно, уступает. Здесь нету розетки, USB входов для подзарядки вашего айфона, но по качеству материалов примененных многие современные автомобили ему позавидуют. Не будет еще так здесь греметь. И дверные карты четко стоят в своих местах, даже нету прогибов этих, как у многих, ну, грешат, что уже прогибается, и здесь уже щель увеличивается, там пару миллиметров уже есть. Кто начинает все греметь? Как обычно, ребята BMW продают
46-ю седан на седан. Что-то не могу понять логики. Ну ладно, мы не об BMW говорим. О. Со старта, конечно, чувствуется, блин, какой двигатель стоит. И пофиг расход. Вообще по-нормальному, я читал те характеристики 95-й ему положен. Но идет, конечно, уже снизу хороший рвач. Это компромиссный вариант. Когда хочется что-нибудь посовременней, все равно боишься с подбором, то все. А тут такие эти машины 90-х, у меня у самого 4-й. И за что немного 90-х машин годов люблю, то что немного, ну, не жалко. Любую машину жалко, но имею в виду, что дерзкий стиль езды, там, побеситься, скажем так, можно. Я всегда эту яму залетаю. Вот на хондах ездишь, в эту яму заезжаю, бах, аж подпрыгивает правое колесо. Но идет хорошо. Ну, технически машина исправна, идет прямо... о чем я, 90-х. И то, что вот эти машины, их все равно так более-менее относительно дешево можно поменять ходовую, еще что-нибудь, и в более жестком стиле езды можно поездить. Потому что более современные машины не всегда деньги тянут, и уже так жалко, уже там ямы высматривать, еще что-нибудь. А на этих можно немного душу отвести, так скажем. Ну да, вот на сотне трохи слышно шума. 100 км в час, чуть ниже 3000 оборотов на тахометре, поэтому... Свыше 100, ну, сотня самая комфортная скорость будет, как по шумоизоляции, так и по расходу топлива. Конечно, можно долбить и больше, и максималка там заявлена, по-моему, около 180. В тех характеристиках, не помню, поправьте. А так, ну, машина, конечно, возможности имеет, но если вы смотрите на расход топлива, то 90-100, то есть как по трассе и положено, на ней надо ехать, потому что по расходу немного огорчитесь. Но вот эта подвеска, ну, GT есть GT, вот от Вага название взяли, с GT. Но вот в поворот она хорошо, устойчиво, ровно колесо держит. Вот некоторые машины начинают стягивать, крениться вот в этих годах. А здесь, конечно, эта машина лучше, вот на 80 ходил сейчас в поворот, на 70, 2-3, около 80 стрелка стояла. Хорошо вошла. Некоторые уже начинают тянуть из полосы, начинают подтормаживать, скидывать скорость. Здесь зашла как себе домой. Это очень хорошо, конечно. То есть здесь больше есть машины, просто я к чему ведут, как BMW. На BMW вот хорошо вот по прямой сейчас долбануть. Вот ребята, которые стояли сейчас, 46-й один у второго покупает. Или обмен там, я не понимаю. Ну, неважно. BMW хороша тем, вот прямой участок, у нас здесь несколько километров прямой участок, когда долбанули один с одним с двух полос и полетели. А здесь, когда вот подвеска, вот, ну, от стока она отличается, она все равно спортивная. Некоторые сейчас начнут, да не спортивно, что ты гонишь, там что-то рычаги. Да, не спортивно пускай там. Для педантичных людей скажу, да, не спортивно, но устойчивость увеличена, лучше устойчивость у машины, и на ней в повороты более приятно входить. Устойчивость выше, и можно ее завалить, ну, по удовольствию именно по городу. Можно хорошо там перестраиваться, ложить машину в поворот, не страшно, и вас не унесет. И хорошо двигатель снизу берет. Я, честно говоря, этому не удивлен, потому что у него более квадратная поршневая, но все равно он хорошо берет, как будто, ну, турбина такая небольшая у него стоит, что как будто снизу поддувает. Вот хорошо машина снизу хватает. Ну, состояние, она доведена до ума. Шумновато немного, но шумку можно сделать. В принципе, я не думаю, что в Гольфе будет тише того же года. Если брать 92 год, второй Гольф, либо третий, я не думаю, что будет тише. Ну, хотя это не того класса машина, конечно. Но, блин, весело. Не, ну, поворот это, конечно, класс. Ваг хорошо, полноприводный заход в повороты. Но это, блин, тоже заходит отлично. Пять 500, 6. Машина крутит. Вот после 4 хорошо она начинает оставлять, правда. Вот я на японцах гонял, тоже вот на аккордах.
Вот кайф японцев в том, что не надо там, как немцев, разгонять за сотни до 200, чтобы получить удовольствие от вождения. Ну, ощутить уже скорость, что вы реально прете, что скорость особо не ощущается. А в японцах вот это вот это вот нарванность на низах там до 100 очень классно. Многие Б-класс современные, да не только Б-класс, многие современные автомобили позавидуют такому закрытию двери. Вот, в принципе, и все по ней. Я надеюсь, не сильно видео затянул. Хорошая машина из старой школы, надежная. Конечно, с кузовами будет проблема, как я уже сказал, нужно покупать в максимальной комплектации. Вот. И если покупаете для себя на годы, то хороший проект, если так сделать, можно купить машину. Если вы сами занимаетесь, то покупать подороже, и якобы она будет лучше, уже смысла такого нет. Лучше купить дешевле и саму переварить, сделать, то есть по кузову, и она будет крепче той, которая будет продаваться даже на штуку дороже, потому что вы сделаете все по новой, хорошо, качественно для себя, и она уже будет изначально лучше состояние, чем та, и это выйдет вам дешевле. Но опять же, у каждого своя ситуация, кто-то это сам не будет делать, ему это финансово невыгодно. То есть тут нужно уже от каждой индивидуальной ситуации отходить. Какое у вас положение? Есть у вас знакомые, там, гаражники, на разборке знакомы, чтобы машину довести до ума нормально. И максимально дешево. Но, конечно, не надо перебор. Экономить нужно, но не надо уже перебор жесткий делать. Машина хороша, на повседневка, как рабочая лошадка, она, конечно же, еще поедет. Для этой ситуации, которая сейчас развивается, непонятно, что будет с рынком автомобилей, эта машина... И у них уже второе дыхание открылось уже в очередной раз, если уже посчитать количество. Я уже думаю, это уже 10-е дыхание получается, а не второе. Но в целом все равно машина еще поедет, они еще не так старые. Все же 30 лет, это еще не годы. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты. Счастливо!